как любой классический телец, я люблю поесть. Я была веганом 18 лет. Да вам хочется чего-нибудь этакого, да, такого бодрящего? Кумыс – шикарная вещь. Сахара не нужны в таком количестве нашему мозгу. Тасель, а вы верите в грибную религию? Мы для них еда. То есть мы как-то охотнее стали деградировать. Ну, то есть у слов есть энергетический заряд. Марина Николаевна, а просвет есть? Наша ДНК построена по принципам математической науки, да, лингвистики. То есть у нас ДНК слышит и понимает. Не знаю, что ему дать-то, что он всегда ел-то? Его предки-то к чему хоть привыкли, хоть догадаться бы. Проведите 3-6 месяцев. Да, это долго. Без эклерчиков 6 месяцев ужасно. Но уходит даже суставной псориаз. Мои дети притащили воду и поливали одно. У них в школе задание дают. Один цветочек поливают хейт водой. Кандида не любит смех. То есть, в принципе, ну как бы мы просто субстрат для роста тех, кто в нас захочет поселиться. У мальчиков-то алкоголь, у девочек сладости, а мальчики-то алкоголь. Это баранина. Нормально. Все, пойдет, мы это знаем. Это что? Это курт там, да? О, мы знаем, пойдет. Мы прям просто грядка. Сегодня с нами легенда, друзья. Я даже болеющая выскочила, чтобы сделать подкаст с Мариной Внуковой, потому что она проездом в Алмате читает лекции нашим докторам, и я не могла не вписаться в ее плотный график, чтобы не позадавать вопросы. Марина Внукова с нами. Она расскажет, сейчас представится, и вы все поймете. Здравствуйте, друзья. Я очень рада быть с вами, и для меня Казахстан становится уже такой любимой страной, потому что я не первый раз здесь, и каждый раз мне все труднее уезжать, поэтому, может быть, даже будем чаще встречаться, потому что уже тянет. Я врач в 5-м поколении, я всегда была хирургом, но в какой-то момент я поняла, что генетика берет свое. У нас по всем аллелям сахарный диабет, и, в общем, меня начало, прям скажем так, тянуть в эту сторону. Крен был, тяжело стало оперировать, и я стала набирать вес. Я была почти 140 килограмм. Вот это было сложно. Это было практически путь в никуда, и я поняла, что мне нужно что-то делать, а мои коллеги, естественно, наши выпускники, они сказали, ну все, ты наша, давай вот это пей, вот это, иначе ты пойдешь уже под инъекцией. Я думаю, нет, я пойду другим путем. И стала искать какой-то путь, чтобы все-таки не принимать таблеток. Но при этом я люблю поесть. Как любой классический телец, я люблю поесть. И мне надо было выработать такую тактику, чтобы вот и не болеть, и при этом и еще есть. Кушать. Чтобы такое съесть, чтобы похудеть, да? Вот это была прям такая задача. И я стала, так сказать, ее решать. Это была невыполнимая задача, как я сейчас понимаю, но она дала мне такой толчок, который вывел меня на совершенно другую орбиту. Я стала изучать классическую диетологию, которая не дала мне ответов. Я стала изучать заново гастроэнтерологию, эндокринологию и патологическую нормальную физиологию. То, что вот, ну, как бы нас хорошо учили первый мед, у нас хорошие преподаватели. Но мне нужно было выйти без таблеток. Понимаете? Такая была сверхзадача. Но так как меня судьба свела с китайской медициной, я зашла с этого пути. Я знаю, что я специалист по информационной медицине, уже 40 лет я занимаюсь. Я знаю, что мы сначала энергетические, что есть система каналов, и думаю, ну надо на этот биоскафандр как-то повлиять, чтобы он пришел в норму. Я начала с этого. Я стала прорабатывать точки определенных каналов, там канал селезенки, да, который ответственен за работу поджелудочной железы. Я стала прорабатывать канал печени, желчного пузыря, то есть взялась за себя. Чувствую, да, это верный путь. То есть у меня стали показатели улучшаться. Потом я стала, понимаю, конечно, надо с питанием работать. Стала работать с питанием. Ну, тут, конечно, сложнее, потому что как бы ты не можешь заклеить рот, как вот посоветовали, кстати, очень грамотная идея. Так вот, я стала искать какие-то ходы, да, какие-то блюда, что-то придумывать, но на самом деле классическая диетология действительно за все время своего развития не дала ответа на вопрос, да, что не поняла, наверное, сама, что мы не тепловая машина. Мы не КБЖУ. Мы не КБЖУ, да. Это вот эта теория колоража, это вот все такая механистическая теория, которая, кстати, развилась в начале 20 века, когда вообще механистическая теория была в ходу. Да. И сейчас мы уже знаем, что есть холодный ядерный синтез, то есть мы уже в квантовую физику полезли, но она ближе к нашей структуре-то, да, это ближе к реальности. Все везде и сразу, когда, конечно, а не линейное мышление. Конечно. И я пошла, значит, в информационную медицину, искала какие-то разные пути.
И потом, ну, у меня улучшались показатели, но мне все было мало. Да. И вот, наконец, я познакомилась 10 лет назад с иммунодиетологией, и тогда у меня все стало на свои места, наконец-то. То есть я собрала вот этот пазл, это, вы знаете, не хватало какого-то кусочка. И этот пазл собрался. Думаю, ну правда, я же никогда не думала в сторону иммунной системы. Ну, казалось бы, да, пищеварение, иммунная система вообще как бы, ну, при чем здесь? Нас же не учили иммунологии. Вот 40 лет назад не учили иммунологии. И получается, что все сошлось. В кишечнике действительно там почти 80% лимфоидной ткани. И, в общем-то, наверное, иммунная система должна знать, что мы едим. И здесь вот таким, наверное, толчком послужила теория видового питания. И логика ведь она на поверхности. Как прекрасно. Добро пожаловать в клинику будущего. Метабади – это первая в Казахстане сеть клиник функциональной и превентивной медицины. Здесь мы предвидим и предотвращаем заболевания и улучшаем качество жизни через медицину и ментальное здоровье. Наша главная миссия – это ваше качественное долголетие. Мы работаем на повышение качества жизни всех наших клиентов, заботясь о вас и ваших семьях на каждом этапе. От планирования беременности, легких родов до заботы о родителях в пожилые годы. Ну, вот смотрите, мы же не кормим кролика мясом, да? Он будет болеть. Ну, то есть, если он выживет. Мы, кстати, я ничего не хочу сказать, как бы сказать, о вегетарианцах плохого нет. Поверьте, это этическое учение, и это интересно. Но собаки не должны быть вегетарианцами, кошки тоже. Поэтому, когда я вижу корм там на сое для собак и кошек, ну, как бы это несерьезно. У всех есть свое видовое питание. И у всех народов, и у всех этносов есть свое видовое питание. Но человек же омнивор, поэтому он тоже не может быть только вегетарианцем. Ну, есть, если хочет. Есть культуры, да, в которых, ну, как бы этносы, в которых только вегетарианская пища тысячелетиями, ну, дай бог. Но мы-то откуда? И что самое интересное, у каждой зверушки есть своя еда, а человек как бы всеяден. Как бы. То есть оральная толерантность у него есть. Вот он съел, ему за это ничего не было. Он не отравился. Он говорит, да, ну съел и съел, как говорится. Вот мы путешествуем, да, что-то съели, ну и ладно. И змею. Ну, змею, и да, лягушку. что там есть в этой змее. Вот, несчастные змеи. Вот. Просто змея погода, поэтому мне жалко змей, хотя я их ела. Но вот здесь вопрос стоит, а вот иммунологическая толерантность будет к этому продукту, если вы будете не просто его есть, вот съели и забыли, а питаться им? Вот тут вопрос остается открытым. Это вопрос к иммунной системе. Теоретически, конечно, мы можем съесть все что угодно и изменить питание на 180 градусов. Можем? Ну да. Но в конце концов нас забросила жизнь в другую страну, и вот надо как-то привыкать. Но если бы мы оставили в покое свой микробиом, если бы мы его не трогали, если бы он был бы таким же интактным, как у наших предков, да, хотя бы 150 лет назад. Не было антибиотиков, не было гормонов, не было антидепрессантов, не было противовоспалительных там, стероидов. Ну, микробиом ничего бы не грозило. Понятно, мы переменили питание, он потихонечку подстроился. Угу. А у нас что получилось? Мы где-то 50-60 лет назад резко меняем режим питания, продукты гуляют по всему миру, мы гуляем вместе с ними, мы все пробуем, мы всем питаемся. В развитых странах полный набор продуктов, которые мы вообще никогда не видели. И здесь очень важно понимать, что чем уже был рацион у того этноса, про который мы говорим, я в данном случае намекаю, да, так, прозрачно на казахов, да, у них достаточно узкий видовой рацион. Извините, ребята. Да, верблюжье молоко, да, кобылье молоко, да. Там, овечье молоко. Овечье, козьи, даже козы были. Вот это большой такой пласт, да, и все из этого вы делаете огромное количество, собственно, блюд. Вот Айгерим, да, очень интересно, у вас этнограф, просто вот сестра по духу, что называется. Находят дикоросы, которые всегда мы ели, какие-то забытые блюда. Ну вот наша пища-то. И в России тоже есть узкий рацион у каждого народа. А у нас там 80% кочевых народов. Гены-то степняков, извините. Угу. У нас кто? У нас такие прям европейцы, что ли? Да нет. Мы, в общем-то, полмира таких, как мы. И получается, что достаточно узкий рацион вдруг сменяется огромным количеством продуктов. А мы умеем их переваривать? Ну, то есть мы пытаемся учиться. Но симбионты выбиты,
Мы ввели, значит, в свой рацион безумное количество сахаров, просто безумное, нас убивают сахара. Нас убивают сахара. Нас просто, вот, я не знаю, что хотят с нами сделать, но я даже не про гликацию белков, я про то, что сахара не нужны в таком количестве нашему мозгу. Все говорят, это для мозга. Вот эти сладкие продукты на каких-то там гнусных сиропах для детей, это чтобы они соображали. А что, наши предки были идиотами, что ли? Они писали стихи, они делали открытия, они строили прекрасные здания, они общались на другом языке, они уважали друг друга, это была эволюция. А у нас что на сахарах? Наш мозг просто отупел. И, конечно же, это не еда. Сахар – это не еда. Мы прекрасно берем из того, что у нас есть, там, в конце концов, был мед, да и то, кстати, не всегда и немного, ягоды, фрукты, вот сахара. И, в принципе, из любого крахмала мы тоже можем получить сахар. А конкретно сахара идут на питание не к симбионтам, идут на питание в основном дрожжевым грибкам, и это отдельная тема, которую мы обсуждали вот эти все 4 дня. И, конечно же, эта тема очень сложная для восприятия людьми, потому что когда ты начинаешь у них оттянуть из-под руки булочку, блюдечко, да, с булочкой, еще кофе, говоришь, так, кофе убрал, и все, и ты плохой доктор, и ты уже должен обосновать свое мнение. А я легко его могу обосновать. Мы сейчас все практически поражены грибками. И вы очень правильно сказали, что даже увлажнитель воздуха ставишь, и ты начинаешь чувствовать, что они начинают расти. Сейчас другие совершенно формы грибка. Это не та кандида, которую там мы знаем, да, в наших там кишечниках она жила. Это совершенно другие формы. Они агрессивные, умные. они... Ну, коллективный разум никто не отменял, да, тут я как бы, это уже сфера информационной медицины, там можно поспорить. Вот, я думаю, что что-то такое есть, потому что когда начинаешь снимать с сахаров человека, да что я с сахаров человека, себя я снимала, когда я знаю, как это все происходит. То есть такое ощущение, что ты имеешь дело с каким-то, да, вторым сознанием, которое не мешает тебе изменить пищевой рацион. Марина, про это же говорит даже Роберт Сапольский. Да. И вы знаете, мне недавно написала подписчица, это так в топ я расскажу, она мне, значит, говорит, я немного провожу времени в Инстаграме, поэтому не все ловлю, только точечно, что мне нравится. И она мне, значит, пишет, Асель, а вы верите в грибную религию? Оказывается, есть какая-то грибная религия. И я говорю, ничего не знаю на эту тему, но если подумать, в принципе, я, если бы хотела управлять, была настолько манипулятором и хотела бы управлять сознаниями масс, то это бы идеально было делать через грибы. Потому что, моя дорогая, вы к булочке с подружкой тянетесь, это не вы, не Асель Машанова и не Марина Внукова, а наши грибы договариваются между собой, говорят, давай, поехали по круассанчику. Так же? В эту сторону я не думала, хотя по круассанчику. Да, давайте посмотрим, насколько они сильны. А мы скажем нет. Посмотрим, есть ли воля у человека, да. Воля здесь ни при чем. Вы знаете, волю они давно подавили, потому что если была бы воля, то нутрициологи, да, которые прекрасно понимают, там, врачи, они прекрасно понимают пагубность и самих дрожжей, их антигенов, и, собственно, самих сахаров, которыми нас пытаются накормить грибы. Но воля здесь ни при чем, потому что выброс кислот. Я физиолог, да, в конце концов. Пикалиновая кислота, уксусный альдегид – это сильнейшие нейротоксины. То есть, если ты меня кормишь, я тебе хорошо сделаю. Выбрасывают в кровь такие специальные типа гормонов, опиатов, что-то такое, такие вещества, типа молодец, приятно, спасибо, да. И мы такие съели булочку, завтра мы такие все мотивированные, завтра я точно это есть не буду. То есть в нас бродит наркотик, по сути. То есть это наркомания. А утром опять, сейчас же я вот эту булочку съем, а потом вот это чувство помним, как наркоманы. А если мы, скажем, не покормили, бог ты мой, да у меня пациенты на стенке прыгают, и девочки плачут, мальчики агрессируют. То есть это не они, это просто не они. Кто в них говорит, да? Поэтому это такая тема очень, я бы сказала, скользкая. Так вот, если мы возвращаемся к видовому питанию, то получается, уж у каждого этноса всегда было свое видовое питание. Может человечество приспособиться к новой пище? Теоретически да, через 2000 лет, потому что жизнь 100 поколений, и, пожалуйста, приспособил. Кто-то приспособился, кто-то вымер, да, это все как обычно. Но зачем нам приспосабливаться к какой-то новой еде в условиях порушенного микробиома, в условиях, по сути, нападения на симбионтов, да, на полезную Кто флору? Такие симбионты для наших полезные подписчиков? Бактерии, которые нас лечат, которые за нас переваривают, которые нас греют, которые обучают нашу иммунную систему.
тему, кстати, на кого нападать, на кого нет. Это заброс, да, в аутоиммунные патологии. И который защищает нас от грибков, который защищает нас от патогенов, которые, по сути, определяют наши способности к мутациям и к осваиванию нового рациона. Потому что у них геном обширный, а у нас геном какой? Там 23 643 гена или что-то такое. Может быть, сейчас новое. Около 30 тысяч. Ну, около 30 тысяч. Ну, то есть примерно как в рисе. И что? И кто книги тогда пишет? Рис, что ли? Нет. Значит, кто-то пишет научные труды, кто-то пишет песни, да, кто-то общается, кто-то ловит инсайты. Кто? Если бы у нас был такой геном, и мы на него ориентировались бы, мы остались бы в состоянии амеб. А вот у наших симбионтов геном, по одним данным, там 8 миллионов, по другим там что-то 18, по третьим 22 миллиона. Ну, то есть это миллионы генов. Значит, мы на них тогда, получается, ориентируемся. Кто в ком живет еще? Мы в них. Кто на ком едет? В них, это точно, да. Мы, по сути, более или менее разумная вселенная для наших симбионтов. И тогда получается, что если бы у нас были живы и здоровы симбионты, мы теоретически можем приноровиться к любым условиям, мы можем освоить любую пищу, ну, мы можем, наверное, защищаться от любых ядов. Да? Мы можем любые последствия, там, скажем, электромагнитной агрессии пережить, потому что у нас сейчас идет электромагнитный тема. смог. Да, ну, так, а мы же все в гаджетах. Мы даже когда спим, мы не выключаем Wi-Fi. У нас вокруг провода. Вот здесь, ну, какой фон, да? Здесь же проводов полно, очень много работающей техники. И вот так, извините, день за днем так вот посидишь, и потом понимаешь, что ты как бы разобран по частям. Пустой. Потому что мы электромагнитные, и мы с собрания вибраций, а наши симбионты тоже имеют частоту вибраций, а дрожжи тоже имеют частоту вибраций, а мы есть совокупность этих вибраций. Мы что излучаем в мир, если у нас полно дрожжей? Мы излучаем лень, апатию, раздражительность, тревожность, подозрительность, страхи. Ведь смотрите, как интересно получается, да? Кормят сахарами, подсаживают, да, дрожжи везде, как бы в продуктах, у нас везде сейчас дрожжи, дрожжевый антиген. Плюс антибиотики, гормоны в воде, в еде, и тогда... Нанопластик. Нанопластик это уже даже в хрусталиках новорожденных находят. Все это мои коллеги офтальмологи. Проходят, да. Это прям действительно проблема. Это, у нас получается, что вся наша жизнь, да, социальное устройство так нас как-то вот видоизменяет, что человек, он перестал эволюционировать, он стал каким-то таким не очень сговорчивым потребителем, какое-то довольно туповатое существо, которое, дайте мне вот алкоголь, ведь у мальчиков-то алкоголь, у девочек сладости, а мальчики-то алкоголь. И эта проблема прям такая уже социальная. Мы же не алкоголики. Алкоголь дегидрогеназа у нас есть. Извините, откуда у нас алкоголики? Это дрожжевая зависимость у мальчиков. А девочки, ну уж извините. Девочки, дрожжевые инфекции, бесплодие, ПМС, там вот эти все истерики. Да, отеки, вот аллергии. Отеки, аллергии. Причем какого рода? Сейчас поднимают голову грибки, которые действительно раньше нас не атаковали. Там аспергиллус нигер, да, раньше вообще так не было с ним таких проблем. Сейчас это такая достаточно распространенная проблема. Стали появляться эндемичные виды грибков. Охротоксины всякие. Конечно, конечно. Различные виды мекотоксинов, тем более споры. Вот, например, вы говорили, да, про увлажнители, что начинаешь ставить увлажнитель, начинает расти грибок. Откуда такое количество? Сейчас очень забываю все время его название, там чартарум чего-то какой-то. Грибок, который вообще раньше на нас не нападал. А сейчас иммунитет недостаточно силен. Значит, соответственно, он начинает нападать на нас те грибки, которые, в принципе, на нас не смотрели. А почему? А потому что мы мисочка с едой. Как говорили, Джеймс Кэмерон снимал этот самый «Парк юрского периода». Говорит, вперед, ходячая жратва, да? Мы для них еда. Ничего личного, только бизнес, как говорится. То есть грибки видят, попадая в нас. Они защиты не видят. Конечно, симбионты их отгоняли бы. Они создавали бы прежде всего, да, создавали бы слой мукозный, да, в котором города симбиотические. Попробуй на них напади. У них на каждом этаже там свои антимикотики выделяются, потому что бактерии защищаются. В условиях слабощелочных
Да, какие дрожжи? Нет, они любят кислое, они создают кислое, они любят кислое. А вы, как правильно сказали, да, в желудке у нас кисло, правда. Но дальше идет волшебство, да, в 12-перстной кишке резко меняются условия игры. То есть начинается щелочная реакция. И вплоть до, извините, ануса, да, у нас должна быть слабощелочная реакция. То есть 7,85, 7,5, 7,85 норма. pH шкала, как правильно заметила доктор из вашей клиники, кстати, доктора у вас очень хорошие. И, соответственно, мы должны смотреть, а на каком мы свете-то по pH? Мы же с вами все время развиваемся в каких-то узких коридорах. Чуть давление повысилось, мы сразу... Тонкая грань жизни, да? Конечно, это узенькие видовые коридоры, узенькие, температурные. Ну, минус 60 плюс 60 мы уже как бы начнем загибаться, да? Если у нас, например, температура тела больше там 38 все время, ну как мы будем жить? Вся биохимия летит. А если pH у нас мочи, например, или крови, да, 7,43 должен быть, артериальная кровь, чуть ниже, на 1/10, все, встала вся метаболика, вся биохимия. И, соответственно, моча показывает, какая была кровь вчера. Утром я всем своим пациентам говорю, какая у вас pH мочи? А что это такое? Я говорю, а вот это вот самый важный ваш показатель, который вы не знаете. И вот идите и узнавайте. pH мочи утром должен быть 6, 6,2, 6,5. Ниже, значит, ацидоз. Раз ацидоз, скорее всего, живут у вас дрожжи, значит, симбионты угнетены, значит, с ацидозом борются щелочные микроэлементы, там кальций, магний, калий, кремния нет, выбит уже. Значит, витамин D будет плохо усваиваться, значит, и вот там дальше уже понеслось. А это всего лишь, как говорится, базовый физиологический показатель. А мы про него вообще забыли. А если щелочное, то у тебя там оксалаты и так далее, и же с ними. Если мы начинаем вот эти качели, ацидоз из-за щелочи. Алкалоз. Да, вот тогда будут оксалаты точно. Но опять же, они же выпадают только тогда, когда все время меняется pH. То есть вы, предположим, там едите сладости, да, развели грибов, у вас в основном ацидоз, потом сели, там выпили хлореллу, там не знаю чего, там минералку. Круассан хлореллой обычно запиваем. Ну, понятное дело, конечно, так обычно и делаем. И там, скажем, там соду, не знаю, по Немувакину, да, там выпили, все. А потом откуда у меня оксалаты? Начинаешь вот бездрожжевой проводить, да, идет песок из почек. Ну, логично, собственно говоря, потому что мы меняем саму среду обитания, да, внутреннюю. И вот и у нас получается, что у нас сразу несколько факторов, которые нас как-то загнали в угол. Это изменение видового питания. Например, в Казахстане активно распространяется и, собственно, покупается и потребляется. Авокадо. Да, а вы что хотели сказать? Авокадо я уже давно их прям даже распинаю, можно сказать, потому что, да, это не самое опасное для нас. А что опасное? Для казахов и для русских в основном сейчас, ну, конечно, дрожжи, понятно, сахара. Коровья молочка, ребята. Коровья молочка. Услышьте меня, я же все время, ну, я вот, выкидываю пачками, у меня сын приносит ну, же, протеины разводит. Неистребимо. Ну, не ели никогда, ну, не ели. Ну, всегда будет пастбище, где были, где, ну, оседлое скотоводство, там, ну, Беларусь, там, Северная Европа, Западная Европа, и то были определенные породы коров, не те, какие сейчас, ну, и то к ним нужно приспособиться, это тяжелый белок. И альбумины, ну, такие сложные, и казеин, тем более, да, казеиновый клей делают из ничего себе, да, белочек. Как его вообще. Ну, вот. А плюс мы еще сверху кладем глютенчик, наш любимый, да, потому что вывели пшеничку себе на радость, где там в 70 раз больше глютена. И плюс мы еще сахарку сверху, дрожжики. Все, ребят. Какие симбионты? А как им там жить-то? Когда у нас вообще переваривание все блокировано, то есть синдром малябсорбции, да, все время говорят об этом, синдром дырявого кишечника. Да как же ему не быть, этому дырявому кишечнику? Симбионтов убили, дрожжи тут же инвазию, да, свою наращивают, выпускают псевдомицелий, да, протыкают, они ищут еду, как бы мы им не интересны, мы для них среда обитания. Ну вот они протыкают, потом попали в оплетающий капилляр, да, что там стенка-то кишечная, один слой клеток, попали, увидели сахара, все, мы дома. Там сахар, да, он ест сахар, в просвете кишечника сахар, изнутри сахар. Ха-ха. То есть у нас сразу два источника питания. И все, и начинается гифообразование. Начинается что значит гифообразование? Грибница. Мицеллярная система. Мицелий, а потом уже гифы. Причем гифы образуются совершенно чудовищным способом, да, когда дрожжи начинают
наращивать, да, такое присутствие высокоосмотических спиртов, часть клетки выпячивается, и такой, ну, получается, как кинжал, да, который протыкает ткани, называется такой орган, апрессориум, пенетрирующий орган, да. И вот, значит, дальше они проникли в ткани, а дальше им нужно, ну, собственно, расползаться. И они выпрыскивают ферменты, чтобы проплавлять себе путь. То есть, в принципе, ну, как бы мы просто субстрат для роста тех, кто в нас захочет поселиться. Поэтому это как бы такая сейчас проблемка-то прям серьезная. И врачи... Мы прям просто грядка. Или просто матрасы. Как? Есть же грибы выращивают в матрасе? Да. Ну, ребята, если мы будем, как бы сказать, убивать своих симбионтов всеми доступными способами, если мы будем так лопать сахара... Да. То тогда ничего личного, значит, мы будем пищей для грибов. Но нас же как учили, да, там 40 лет назад, что если грибковая инвазия, там белый язык, человек там умирает в палате интенсивной терапии, ну что тут уже сделаешь, да? Это грибковый сепсис, ну и как бы вот до свидания. Ну, жизнь закончена. То сейчас... А что привело к этому, да? Ну, вот к этому и привело, да, вся наша жизнь, как говорится. А посмотрите сейчас на языки наших детей, которые идут вот так вот и сгребают все с нижней полки, все эти хрустяшки какие-то сладкие, какую-то вот эту всю гадость. И попробуй ему не дай, и он устроит скандал. То есть это откуда? Это мама дрожжевая, значит, уже. Это уже третье поколение прям дрожжевых растет у нас. А иммунная система, она видит, что мы едим, она абсолютно четко отслеживает, потому что, извините, мы белок перевариваем не до аминокислот. Ну, то есть часть до аминокислот, но очень много просто до пептида, трипептида, дипептиды, да? Ну, мы же не можем все порубить, да, мы же не идеально перевариваем. А проходит ли, например, белок через кишечную стенку, чтобы попасть в кровь? Тот, который может стать антигеном? Да. Это даже через здоровый кишечник проходит, это явление называется трансцитоз. Розенталь и Воейков его открыли в каком году, сейчас не вспомню, но наши даже ученые его открыли. Американцы тоже параллельно работали над этим. Трансцитоз, то есть белок проходит в кровь. Иммунная система говорит, ага, это что у нас так? Это баранина, нормально, все, пойдет, мы это знаем. Это что? Это курт там, да? О, мы знаем, пойдет. Там какой-нибудь овечий. Все, вопросов нет. Потом, это банан. Ну ладно, как-то мы его там, значит, не дорасщепили, ладно, хорошо. Но если завтра банан, послезавтра авокадо, да, еще чего-то, иммунная система говорит, слушайте, что-то валится, надо что-то с этим делать, потому что надо выводить. Включается система выделения, да? Какая у нас система там заведует выводом этих чужеродных белков, ну, иммунных комплексов, потому что их надо облепить еще антителами, это тоже расход белка. Значит, облепили чужеродный белок в крови и сидим, что с ним делать? Он будет болтаться в крови, пока его не выведут. А как его выводить? Система, так называемая ретикулоэндотелиальная, да, система РЭС, надо вывести, там сбросить, печень, селезенка, вот это все задействовано. Хорошо, вывели, съели вы там банан один раз. А если вы начали им питаться, а если вы пересели, да, на ту же коровью молочку, это тяжелые белки, их очень сложно расщеплять, значит, тогда получается, постоянно будет забита система выделения, то есть там будет скопиться очередь. А раз скопится очередь, значит, соответственно, все это будет флотировать в крови до тех пор, пока где-то там уже сигнал тревоги не прозвучит, а что болтается в крови вообще? Давайте разбираться с этим. Выделяются цитокины, приходят клетки белой крови, начинают это все пожирать. Внутри нас. Но это же не переваривание, это уже лизис, то есть это растворение, агрессивнейший процесс, который происходит прямо в крови. Извините, это же не в космосе, это прямо на стенке сосуда. Это все происходит. Стенка сосуда повреждается, печень в ужасе выбрасывает холестерин, замазать эти все дырки. Мы сидим, значит, у нас триглицериды. Ну, какой у вас липидный профиль? Ну, какой же ему быть липидный профиль? Потому что это ответ на, по сути, белковую инвазию, да, чужеродные белки. То есть иммунная система, она говорит, бог ты мой, да дайте мне вот это все вывести-то. Она не занимается уже бактериями, она не занимается вирусами, онкоклетки там что-то где-то там. А она занимается работой по искоренению белка, который все время валится в кровь. А это наш пищевой белок. У нас единственный путь сейчас – это все-таки вспомнить свой видовой рацион, вернуться к нему, ограничить, не расширять рацион. Вот это вот я все время с нутрициологами спорю. Они говорят, надо ввести еще вот это. Бататы – это так хорошо, там, ну, авокадо – это понятно, уже притча во языцах. Там ягоды нони, значит, у нас там еще какие-то, значит, БАДы с босвелией.
Я говорю, ну ладно, хорошо, так, выдыхаю, так считаю, да нет, там, дышу животиком, ну, чтобы просто голову не открутить сразу. И говорю, давайте сделаем так. Сначала мы выдохнем. Организм сначала выдохнет, сделает детокс, он элиминирует то, что он накопил, и потом мы будем нагружать правильными продуктами. Хорошо, обосвели, ладно, переживет. Значит, но хотя бы убрать тяжелые белки. То есть на то, на что вы тратите силы своего пищеварения, оно там с ума сходит, оно не понимает, что надо делать, потому что нет таких ферментов, они не выработались. Нужно 2000 лет, чтобы они просто научились вырабатываться. Организм должен просто понять, что от него хотят. Нужно время. И, соответственно, значит, мы тогда перекрываем поток чужеродных белков, мы остаемся на своем видовом питании. Это популярная мера? Нет. Потому что уже привыкли, что у меня есть сложно сочиненные салатики, что у меня там есть какие-то причудливые, там, не знаю, тартары там из чего-нибудь, не знаю, вот из каких-то там причудливых рыб. С чего вдруг? Ну, вот откуда, да, такое количество у нас было еды? Да не было такого количества еды. Поэтому еще раз прочистить видовой пищевой коридор, оставить то, что реально хорошо переваривается. В конце концов, для этого существуют тесты. И в Алмате, кстати, тоже есть. В Алматы, да? Я уже привыкла в Алматы говорить. И есть, в конце концов, старый аюрведический способ. Да? Вот когда вы хотите, например, там съесть чего там, авокадо, ладно, раз уж начали про него, давайте его немножечко, так сказать, потрепим его доброе имя. Вы можете пощупать пульс, да, посчитать, записать. Поели авокадо и подождали 20 минут. И еще раз пощупали пульс и записали. И если вы видите, что разница между первым пульсом и вторым, но больше вы ничего не едите, разница между первым пульсом и вторым составляет там где-то 15-20%, либо участилась, либо урежается пульс. Вам не надо это есть. Вы это просто я не кофе переварите. так проверяла, да. Ну я думала, оказывается, плохо. Плохо, конечно, да. Чувствую, хотела сказать что-то другое, но лучше сказать честно, потому что себя ты не обманешь. Да. И у меня плохо. И у меня плохо. А так всю еду можно? Можно. Вот. Ну, на кофе, например, я как бы смотрю на пациентов, и я уже своих-то вижу. Я очень люблю кофе. Но появляются кишечные очки. Моментально вокруг глазик синева, называется симптом панды. И вот симптом панды у себя-то я его сразу вижу. И у людей, которые мне говорят, Марина Николаевна, мы уже это не едим. Я так смотрю, ну, конечно, рассказывай мне, что ты там ешь, что не ешь. Я вижу. То есть идет аллергизация кишечника, по сути. И тогда мы с вами подходим вот к теме аллергии, да, к теме аутоиммунных заболеваний. Ведь что это такое? Если мы смотрим на организм как на вселенную, на разумную вселенную, в которой живут разные существа, те же симбионты, да, те же грибки, это просто большая вселенная для них, и наши клетки тоже. И если мы иммунную систему рассматриваем как разумную систему, ну, потому что мы же вроде как разумные, ну, хочется верить, по крайней мере, то и она тоже разумна. И все как у людей. Она спокойна, мы спокойны. Она адекватно выполняет свои обязанности. Охотится за вирусами, за гельминтами, кстати, за теми же грибками, там, за онкоклетками, что важно, там, за бактериями, за их клеточной стенкой и так дальше. Вот она занимается своими делами. За пищевыми белками, как уже понятно. Ну, мы их, как говорится, в ограниченном количестве поставляем, те, которые знакомы. Мы ее не раздражаем. Но если мы ее раздражаем, если мы постоянно льем ей, значит, новые задачи, она может вспылить и сказать, черт побери, да? Да я сейчас тут каналья, я вам сейчас тут устрою. И она тогда может, собственно, создать проблемы в виде аллергии. Аллергия немедленного типа, я всегда говорю, это верхушка айсберга. Вот мы увидели аллергию в виде там крапивницы или же атопический дерматит, или это, скажем, анафилактический шок, да? Но мы увидели, вот она, клиника. Но на чем она базируется, эта клиника? Вот эта верхушка айсберга, может она уйти под воду, снова уйти от аллергии? Может, оказывается. Если мы растопим этот айсберг немножко, элиминируем те продукты, на которые идет вот эта скрытая реакция с участием тех же иммуноглобулинов группы G. И на самом деле это так работает. Подтаял айсберг, и аллергия ушла. То есть мы убрали то, что не можем переваривать толком, на что иммунная система все время реагирует как на раздражитель, и ушла, например, аллергия на кошачью шерсть. Мы убрали банана, ушла аллергия на кошачью шерсть. Вообще как бы разные вещи. Но
Единая иммунная система-то. Успокоили ее, убрали то, что ее раздражает годами. И она говорит, да ладно, что я правда? Кошки какие-то, да, я их очень люблю, говорит иммунная система. И все, и ушла какая-то аллергия, да, проявление. То есть это вот аллергии-то, они так, собственно, и выглядят. И успокоили иммунную систему, и все нормально. И когда мне говорят, вот нужно приучать к аллергену, нужно ломать иммунную систему, нужно ее заставить это принять. Я говорю, ребят, ну, конечно, что же, ей больше делать-то нечего, как просто вам ее сломать только осталось. А так-то, в общем, да. То есть постоянно давать аллерген, Иммунная система потом скажет, ну, ребят, ну, как бы вы неадекватны. Я, конечно, перестану реагировать, ну, как бы, я просто посмотрю, что из этого выйдет. Но она перестанет реагировать вообще, это будет иммуносупрессия. То есть мы ее дотюкаем. Подождите, Марин, получается, вот когда вы говорите видовое, вернем, это вы имеете в виду монопродукты? Это вот не те мамы, которые детей на гречке годами держат, они к нам в клинику, кстати, приходят. Гречка, курица. Гречка, это марьево, это такое интересное семейство, не все с ней, как говорится, дружат. Люди это неправильно понимают... Питание, которое питались ваши предки. Либо то, которое вы подобрали, либо старым аюрведическим способом, который мы только что с вами обсудили, либо который вы подобрали с учетом, там, скажем, определенных программ, определенных тестов. То есть, если вы чистый этнос, да, в Казахстане с этим хорошо. Здесь можно хоть своих предков там знать там, до какого-то колена. У нас вообще все не знаешь, чем зверушек этих кормить, потому что приходит у меня, кто вы, да, там по этнике. Я вот по тестам, да, смотрю, кто по этнике. И, соответственно, не знаешь, что ему дать-то, что он всегда ел-то. Его предки-то к чему хоть привыкли, хоть догадаться бы. Здесь-то все просто. Здесь что ели всегда? Такой стол разнообразный. Но пшеницу разве ели в таком количестве? Нет, не ели. Мы же не могли ее, мы же кочевники. Ну что-то, пшено ели, ячмень ели, рис ели, дикорастущих растений куча разных. Я еще половину даже названий не знаю, надо еще поизучать эту тему. Мясо всех видов. И кисломолочное, там огромный ассортимент, но не коровье. Овечье, потому что коров-то когда... А верблюжье, а кобылье молоко, это же... Альбуминовая группа это больше, да, не казиновая. Это же просто, да. это клад. Я не могу найти, например, в Москве не могу найти кумыс нормальный, потому что я помню вкус кумыса с детства, потому что у меня родственники из-под Оренбурга. И я это все прекрасно помню. В Башкирии, в Москве нету, понимаете? Да. Я мучаюсь из-за этого, потому что вот вам, пожалуйста, вам хочется чего-нибудь этакого, да, такого бодрящего. Кумыс – шикарная вещь. А мы сейчас что мы пьем? Да? Стали, значит, завозить там, ну, у вас тоже я видела, кефир, который вот открываешь, он пахнет дрожжами. Ну, ребят, ну, как бы это не еда. Это просто симбионты, они не согласны с такой едой. Если мы возвращаемся к видовой еде, если мы правильно понимаем, откуда идет реакции, да, через кишечник идут реакции иммунной системы. Если мы успокаиваем аллергии, потому что мы убираем главных обидчиков, да, мы не раздражаем иммунную систему, мы с ней по-человечески, она с нами по-человечески. Если же мы настойчиво все-таки ее ломаем, может она сказать, что, знаете что, ребята, мне кажется, вы неизлечимы, мне кажется, вы туповаты, и, наверное, все-таки этот биоскафандр надо будет как-то убрать, потому что что-то как-то несерьезно вы подходите к своей жизни. Вам дали, и тогда болит. Да, вы как-то вот, да, вы что мне не нравится. И иммунная система начинает планомерно уничтожать носителя. Вот это смотрите, а вот если вернуться, Марина Николаевна, ну вот смотрите, я сама, как вот буду задавать от себя вопрос, вот я слушаю Диму Алексеева, да, условно, который говорит, вот мы должны 50 овощей и фруктов в неделю потреблять, что мы выжили только на разнообразии. И наша резистентность и наша выживаемость зависит напрямую от количества разнообразия нашей микробиоты. Слушаю Ирину Амельхину, которая говорит, ну, приклеим, псилиумом там залепим стеночки кишечника и под этим прикрытием что-то едим, да. Потом слушаю еще кого-то, и который говорит, нет, все, будем карниворщиками. Если вы к этому приспособлены, если, да, например, если вы к этому приспособлены. Ханты или Манси,
Пожалуйста, будьте корневорщиками. И вот как проверить, что твое? Я, если честно, я сама запуталась. Как профессор Хьюберман Стэнфорда говорит, я нейробиолог. Я думала, нейробиология сложная. Но, говорит, питание это вообще просто. Я, правда, и была и веганом. Я была веганом 18 лет. Потом я стала корневорщиком. Я уже просто, правда, свой болит. Нет, вы так симбионтов своих не мучите. Это совершенно что, вот на чем остановиться? биомы. Сейчас я вообще смотрю в сторону высоковибрационной еды. Чем мы не баловались. Так, а что именно у вас продается из высоковибрационной? Что-то дикорастущее? Потому что дикоросы эфир масличное растение. Да, это вот я упростила это пока до того, что у меня есть пара продуктов, которые высоковибрационные. Это там какао. Это ребята, которые часто медитируют, они для очистки гипофиза дают, чтобы он не кальцинировался. Фтор убирайте из воды тоже. Фтор убирайте. Да, господи, фтор. Да, потому что это эпифиз кальцинируется, и это жуткое дело. На самом деле видовое питание – это не монодиета, нет. Это тот коридор, который безопасен. И он не обязательно на всю жизнь, нет. Мы это вводим только на время, когда мы восстанавливаем симбионтный слой. Снижаем уровень системного воспаления, по сути, потому что чужеродные продукты вызывают постоянное воспаление. Потому что мы не умеем их переваривать, мы нагружаем иммунную систему. Вот меня бы вы посадили на месяц баранины с травами или что? Как, например, это может выглядеть почему? В практике? Почему месяц баранины? Есть травы, есть овощи. Никто не против тех овощей, которые доступны. Единственное, что есть действительно такие спорные моменты, например, посленовые. Да, картофан. Картофан, да, мой любимый. Вот что делать? Даже не из-за лектинов. Лектины – это не та проблема, потому что лектины, вообще говоря, хорошо разрушаются ферментами слюны. Просто надо дольше жевать. Так-то. Мы даже сырое зерно можем, вообще-то говоря, долго жевать и просто его съесть. Но не надо их демонизировать. Просто есть белки, к которым мы просто не приспособлены. Мы их не знаем. Мы их не знаем. Алкалоид, например, солонин, да? Ведь раньше посленовые считались ядовитыми растениями, ягоды посленовых. Я не помню его имя, но Джорджа Вашингтона пытался повар отравить салатом из помидоров, и он был уверен, что он отравил президента, приготовив этот салат, и он покончил жизнь самоубийством. Президенту ничего. Да, он даже полюбил помидор, насколько я помню, а вот повара-то нет. Но это исторический факт, я просто забываю все время имя. Есть группа, с которой сложно. Для кого-то испытанием являются маревые, да, там так же гречиха, там, скажем, ревень, да, там марь, лебеда, это все вещи. Для кого-то испытанием являются посленовые. То есть, в принципе, когда я возвращаю, да, к видовому питанию, все-таки смотрим, что ели предки, что ты хорошо переносишь, там, смотрим пульс, там, если угодно. Да. Это, кстати, Герберт Ринкель возобновил эту практику считать пульс. И выходим на то, что ели предки. Если очень сложно определить, да, какие-то очень смешанные браки, там непонятно, да, что вообще, чем кормить, то есть ряд тестов, которые позволяют тебе определить, собственно, что есть. Но видовое питание – это широкий такой термин, да, который говорит, что это твой безопасный коридор. Вот здесь капуста, баранина, да, рис, ячмень, там, скажем, не знаю, там что-то там еще из овощей, там зелени. Он что это? Он такой узкий, что ли? Это не гречка баранина, нет. Тем более не отдельная баранина. Нет, можно набрать 30, 40, 50 продуктов, которые и комбинировать их. Конечно, конечно. Да. Из одного пшена можно приготовить. Я, например, хлеб делаю из пшена, очень даже вкусный. И десерты даже можно делать, но с десертами сложнее, потому что сахара как бы... А дальше мы уже смотрим, залатаем кишечную стенку, да, уберем первый раздражающий фактор питания, потом мы начинаем разбираться с симбионтами. Здесь уже сложнее, потому что классический протокол восстановления симбионтов, он, к сожалению, в себя включает этот самый тяжелый бездрожжевой протокол, когда идут ломки, когда идет синдром этот die-off синдром, да, который вымирание дрожжей-то. Это тот синдромчик, который заставляет людей
Долина смерти, не бегать. пройдешь ее, да? Ну, долина смерти, это, конечно, хорошо, украду тогда такое название. Но в это бизнесе тяжело. просто есть 3 года тебя колбасит, у тебя долина смерти, потом нормально. Но получается, а стоит ли игра свеч? Вот человек, который заходит на такой протокол, он всегда спрашивает, что я получу? Ну, понятно, если у него нет анафилактических шоков и так далее, там есть явная цена боли. А вот обычный человек, который не чухает. Да? Ну, во-первых, мы не просто так назначаем протокол какой-то, да? Мы же назначаем по показаниям. Я клиницист, у меня четко есть симптоматика. Я не всегда отправляю, например, там куда-нибудь там сдавать на оргкислоты или даже Но она, видите, такая неявная. Да. Вот только что у нас был подкаст с Адилем Тасбулатовым, он разрешил и какашки свои анализы смотреть. Молодец. И вот вы сидели за кадром, и потом чисто по хабитусу вы сказали, что у него есть отеки слизистых, да? По симптоматика. Он говорит, я задыхаюсь ночью. Так мне и понятно. 2 вида белков вызывают разрастание аденоидной ткани, да, которые приводят к тому, что человек спит с открытым ртом. Это коровий молочный белок, будь он ладен. Не обязательно, кстати, казеин, это могут быть альбумины, глобулины. А второй дрожжевой. И что там у них дома, мы не знаем. И если он поставит те же увлажнители, там тоже может быть высить. Да? Конечно. Споры грибов. 2 белка. И здесь, когда вопрос встает о том, что мы получаем взамен, да, если мы там проходим свой сложный протокол и там мучаемся, бедные, без эклеров, ужасно, действительно. Но что мы можем получить? Мы можем получить стихание симптоматики. А какая симптоматика? А симптоматика – это не только белый обложенный язык, это годами молочницы, циститы, которые потом называют интерстициальный цистит, а мы не знаем, из-за чего он. Ну, как бы вот цистит. Делаешь, проводишь бездрожжевой протокол, цистит ушел. Угу. Хорошо. Значит, эрозия шейки матки, если, бесплодие, это все у девчонок. И у мальчишек, кстати, тоже. Отечность, инсулинорезистентность, сахарный диабет 2 типа. Это вот эта история. Значит, конечно же, боли там, где локализуются кандидные колонии, потому что они, собственно говоря, прорастают, они буквально растут. Но это не только боли. Во-первых, в органах малого таза, это раз. А во-вторых, например, слева под ребрами. И начинают что? Искать. Начинают, кстати, к вечеру обостряются или даже ночью. Начинают искать что-то в желудке. Начинают делать гастроскопию, смотрят в желудке, да ничего там нету. Там придерутся, может быть, к чему-то, может быть, хеликобактер, найдут там какое-то безумное количество. Давайте пролечим. Хорошо, пролечили, боли усилились. А если мы идем по пищеводу и в дистальном отделе пищевода видим крупинки такие белые, а иногда прямо бляшки, и забыли, что это разрастание кандидных колоний, симптом манной крупы, он так и называется. И вот эти колонии дают вот эти вот боли. Пролечивание, эрадикация, да, того же хеликобактера, пролечивание антибиотиками дают усиление боли, что, собственно, и требовалось доказать. Изжога. Люди годами на ингибиторах ионной помпы. Это убийство. Это убийство. А если мы с вами проведем нормальный бездрожжевой протокол, человек слезает с лекарств. Это разве не стоит того, чтобы провести его? Стоит. Я уже не говорю там про бесплодие, которое реально связано. Псориаз. Люди мучаются годами. Ничего не помогает. Ни наружно, ни внутренне. Так сказать, проведите 3-6 месяцев. Да, это долго. Без эклерчиков 6 месяцев ужасно. Но уходит даже суставной псориаз. Это стоит того? Стоит. Стоит. И я уже не говорю про какие-то там грибки, ногти. Это все это уже мелкие брызги. Но мы с вами выходим на серьезные патологии, которые связаны с грибками. Это еще и патологии дыхательных путей. Задыхаются, да, потому что, извините, все плесени. А вот сейчас сидите, кашляют. Это... коклюш, во-первых, прошел достаточно мощный и у нас, и у вас. И действительно, да, есть такое дело. Но, опять же, коровья молочка и дрожжи убирайте. Убирайте это все из рациона. То есть сахар, который подкармливает дрожжи, дрожжевые продукты, камбучи, кстати, туда же. Ничего, я никого не... Чувство верующих я Подождите, не но камбуча же это... она же съедает, нам же нужны фрукты, олигосахариды, я не знаю, или не нужны... они нужны нам. Почему я не камбуча? врач, я не микробиолог. Но камбуча прекрасно переваривает все эти сахара. Квасы. А чем камбуча от кваса отличается? Тем, что там грибная культура. Но она же такая полезная, которая дает тебе фрукты олигосахариды, нет? Иммунная система сейчас сражается с грибами любыми. Она видит антиген грибов. Но квас тоже же на дрожжах. А на чем?
Почему квас на дрожжах? Ну, на хлебный квас на чем делать? Нет, хлебный квас, если вы заквасочные дрожжи, да, вот если вы делаете хлеб на заквасочных дрожжах, тогда вы получаете в свой организм лояльные для флоры нашей дрожжи. То есть заквасочный хлеб? Он более безопасен, чем хлеб на вот этих современных дрожжах. Называется хлебопекарные или термофильные дрожжи. Да. Чем это опасны? Разные дрожжи. Хотя сейчас любые бы дрожжи лучше бы убрать. Но у нас же есть разные виды. А чем опасны термофильные дрожжи? Это вот для наших подписчиков. Они опасны тем, что это не те виды дрожжей, с которыми мы вообще имели дело. Это потомки дрожжей, которые в принципе не должны были попасть в человеческий организм. У них есть плотная целлулозная оболочка, и для того, чтобы вообще до них добраться, нам приходится использовать ферменты, которых нет в человеческом организме. В частности, целлулазу. Да, ее нет. Мы дровами не питаемся, ну, как бы не выработали. И они от нас спрячутся. Мы только-только начинаем с ними сражаться, они так хлоп в домик. И все, и щеколду закрыли. И что хочешь делать. Потом сахар появился, они так, закислено, сахар появился, отлично, я открываю. И опять начинают разрастаться. То есть их ничем не взять. То есть мы перестаем их кормить, ну, конечно, им сложно будет. Они тоже без эклерчиков как бы тоже страдают. Но у них есть высочайшие способности к аутофагии. Я все время забываю, как его фамилия. Это вот фамилия у меня японский, один. Да? Да, японский вот этот вот ученый, который открыл аутофагию. Он с чем работал-то? Он работал с культурой дрожжей. Да. То есть это организмы, идеально приспособленные к голоданию. Вот мы в целом, как организм, не приспособлены. Симбионты дохнут. Почему я говорю, вот голодание – это хорошо. Голодание хорошо было для наших предков. У них симбионты были. Дрожжи-то практически, что там дрожжи, да, где там они? В просвете кишечника жили, на слизистой, и ладно. Внутри-то их не было. А сейчас они в средах уже, все, они уже нас оккупировали. То есть здесь совершенно другая история. И когда мы сейчас начинаем голодать, то дрожжи сидят, ждут, а симбионты, извините. Поэтому если сейчас голодать современному человеку, особенно с избыточным дрожжевым ростом, с симптоматикой дрожжевого роста, то, простите, на метабиотиках вы хотя бы симбионтов тогда кормите. Что же мы, получается, дрожжеем, значит, им-то пофигу, а симбионты-то дохнут. Поэтому это подход вообще к лечебным процедурам меняется с учетом вот этих вот наших новых соседей по организму. То есть эта проблема реально очень мощная, потому что она дает еще и психологическую, не то что зависимость, понятно, психологические аберрации. Человек становится ленивым, безинициативным. Аберрации – это захват такой, да? Аберрации – это некие сломы. Сломы. То есть вот поведенческие, да, аберрации у детей, да, например, СДВГшники. Кстати, здесь тоже не обошлось без дрожжей, и аутисты тоже. Без изменения микробиома, вот так бы я сказала. Про аутизм можно многое сказать. И если мы говорим о изменениях пищевого поведения или какого-то другого, это вот как раз и будут такие аберрации, то есть ненормальности, то этот человек безинициативный, ленивый, раздражительный, тупеет, потому что у него ухудшается память, у него ухудшается когнитивка, потому что пикалиновая кислота и уксусный альдегид не дают ему мыслить нормально. Он вообще не отдупляет, что называется. Извините за мой английский. Вот. И у него постоянная подозрительность, раздражительность. Да это такой, извините, типочек, что просто даже не хочешь с ним иметь дело. И у нас сейчас получается большинство таких людей. А тогда с кем мы будем, не знаю, писать поэмы, да, вести долгие философские беседы? Марина Николаевна, а просвет есть? Вот вы говорите просвет кишечника. Мне сейчас так накатывает просто, что иногда вот вы говорите же, надо убрать всех и все заново начать. С чего начнем-то? Начнем, наверное, все-таки с определения, да, более или менее питания, которое подходит, да, уже там любым способом, который подходит. Конечно же, с Вот вы сказали детокса. Метабиотики. Все равно надо прикрываться. Я заметил, просто такая смена питания людям не дает изменений в событийном ряду. Человеку уже нужна вот эта вот биологическая обратная связь. Он должен видеть, вот он что-то делает, и он видит изменения. А это как бы долгая история, и у тебя дофамина такого не хватает довести до конца. Конечно, а откуда же он будет, когда у нас слом вообще, слом гормональной системы, ведь вот мы, например, не говорили о том, что дрожжи вмешиваются в гормональную регуляцию, они же еще и это делают, умудряются. Они еще выделяют гормоноподобные вещества, в частности, прогестероноподобное вещество. То есть они вообще женщинам они просто в лоскуты гормональный весь баланс сбивают. И это серьезная тема. Определили видовое питание, провели бездрожжевой детокс.
Вот я приезжала-то сюда, да? Это да. 3 продукта, которые нужно убрать. Это кто? Нет, это целый алгоритм. То, что вот я, ну, как бы сказать, проговорила, что самые тяжелые белки, на которые мы реагируем реально больше всего, большинство из нас это вот коровий молочный, дрожжевой и, соответственно, там сахара, который их подкармливают, и плюс еще вот глютен этот самый, будь он не ладен. Это самые важные такие вот триггеры, да, наших заболеваний вот сейчас. Но бездрожжевой протокол – это целый алгоритм, и это прямо на несколько часов. Ну, в нашей клинике с этим работают, если вы хотите, мы можем, кстати, раз, нам надо его, наверное, будет повесить. Мы вот как раз с вашими врачами обсуждали его, было много вопросов, очень дельных. У меня там 15 блоков только информации, как вообще его проводить, чтобы не наступить на мину, потому что мы начинаем наступать на дрожжи, а начинают защищаться. И почему у нас сейчас они резистентные и устойчивые формы? Потому что мы их раньше там, дайте дифлюкан, да, и пусть идет, да, девочкам. А сейчас они готовы уже съесть эти самые химические вещества, эти самые дрожжи. Они плевать на них хотели. Значит, у нас целый алгоритм, чтобы ни вправо, ни влево, не дай бог, да, их не воспитать еще более устойчивыми. То есть мы должны будем их, с одной стороны, антимикотиком, то есть противогрибковым держать, растительным каким-нибудь, да, природным, потому что как бы к другому он приспособится. Здесь мы ощелачиваемся, плюс мы даем пробиотик, метабиотик. С этой стороны идет сорбент мощный, потому что идет интоксикация жуткая. Здесь там еще какой-нибудь фитосептик, потом идет восстановление кишечной стенки. То есть это серьезная такая история, серьезно. Это не для домашнего и не для прикола ради. У нас недавно был пациент, которому врач назначил, где-то в другой стране, нистатин на 8 месяцев. Как вы на это смотрите? Слушайте, знаете... 8 месяцев ребенок пил нистатин, а мой племянник пил год итраконазол. Это что? Ну, итраконазол, конечно, круто. Нистатин, вообще говоря, вот 40 лет назад, когда я училась, да, у нас могли выгнать из института, я об этом всегда говорю современным врачам, что, ребята, вы прямо в шоколаде. Потому что если у нас после назначения антибиотиков ты не назначал нистатин или ливарин, не было особо ничего, то тебя выгоняли из института. Потому что четко понимали опасность этой темы. Сейчас тоже вроде флуконазол, 1 таблетку на 3-й день и на 7-й день назначают. И все. Да. И ешь свои тортики. Да. Но на самом деле итраконазол, флуконазол, да, вот эти все разные там микосист, орунгал, там, да, разные есть производители, разные более или менее. Нистатин и ливарин какое-то время воспитали к ним резистентность, то есть устойчивость грибков, а сейчас они снова работают. И если, конечно, маленькому ребенку назначать на 8 месяцев, это, наверное, все-таки нелогично, потому что если бы назначили даже на месяц, да, но при этом протокол, ощелачивание, хороший сорбент, потом переходит на мягкие фитосептики, да зачем столько месяцев-то? Мы бы решили вопрос раньше. Да, флора точно. Восстанавливается где-то месяц-полтора, в общем-то, уже создана достаточно плотная микробиотическая пленка. Все, там иногда добавляем какие-то слизеобразующие, там, не знаю, как у вас, но у нас там алоэ какой-нибудь, там тот же псилиум, да, там облепиховое масло, пожалуйста, там корень-пурее, кстати, корень-пурее. Скажем, пептиды из куриных желудочков. Вот это все идет в ход. Восстановили кишечную стенку, кстати, крем не надо не забывать. Как вам вот эти BPC, старые добрые пептиды, которые спортсмены использовали? Сейчас КПВ, нет? Вот это все пошло. Слушайте, пептиды это белок из чего-то. Он не может быть, опять же, из космоса. Он может быть синтетическим? Чего? Нет, как синтетическим? Он же для иммунной системы, он какой будет? Да. Поэтому пептиды, это белки, это то, что может стать антигеном. То есть то, что может раздражать иммунную систему. Значит, надо очень подумать. Да, очень подумать, да. Это такая тема. Вот только что мы говорили, да, про милейшего, да, вашего предпринимателя, чудесный мальчишка. Если ему, например, дать еще пептид, да, основанный на тех белках, на которых уже реакция, у него еще больше будет. Конечно. Да. Конечно, это будет бронхит, это будут хронические пневмонии. С такими случаями мы сталкиваемся нередко. Кстати, у детей может быть такая же история. А вот по поводу сорбентов. У меня есть девушка, которая, клиентка, вчера встретила ее, у нее каждые 2 месяца случался анафилактический шок, но она на сорбентах держится. Вот вы какие любите? Вот я в Америке сейчас была, там очень любят циолит. Причем такой циолит, и мы, кстати, тоже запускаем. Вот что вы думаете про классы сорбентов? Какие самые потенциальные? То есть вот циолит мне нравится, потому что
особенно пропеченный, у него сорбционные свойства очень хорошие. Мне нравится там аминосорб, да, но он, правда, из крабовых. Это не важно. На самом деле аминосорб хорош. Его вообще, собственно, создавали как сорбент при, скажем, каких-то бактериальных загрузках, да, то есть он такой, ну, как бы органический, да, такой, к органическим токсинам и ядам склонен. Есть огромное количество сорбентов, там активированный уголь, наверное, не рассматриваем, сейчас такие интоксикации, что уже тут не поможет, вот, попить с уголька. Есть огромное количество сорбентов, я использую энтеросгели, и хитозаны, и зостерины, 30-60. А циолиты? Циолиты использую реже. Я использую сорбент, который, если я хочу решить проблему, я использую так называемый сорбент А. Это разработка российских ученых, причем сравнительно недавняя, но патент был еще давно-давно-давно, еще в советское время. Как он работает? Это практически военный антидот. Он работает за счет так называемых парамагнитных ловушек определенных слоистых минералов, которые входят в их состав. И если все очень плохо, вот прям очень плохо. Если, например, у меня там кто-то проходит протокол, и его штормит так, что просто, ну, как бы он не может работать, ну, серьезные люди, разные бывают, у них свои, как бы, серьезные дела. Я даю тогда сорбент А, потому что он убирает тяжелые металлы, он убирает вирусные частицы, он убирает метаболиты, токсины, яды откровенные. То есть вот я, например, с мышьяка, да, там, от мышьяка там очищала за 21 день. Ни один сорбент не даст без огромного такого процесса хелатирования, он не даст убрать тяжелый металл. И он убирает, собственно, спокойно за счет своих свойств. Там собрали со всего мира интересные минералы со свойствами парамагнитных ловушек. Это такие как бы цилиндры, да, которые, ну, в общем, имеют свою там частоту вибрации. Они работают... это вибрационная история. Как фуллерен имеете в виду? Нет. Фуллерен интересный потенциал. Интересно. Я смотрю, кстати, вот сорбент А, это производство концепции здоровья. Я очень люблю этих ребят, потому что они работают также вода с фуллеренами, и там, например, производят свои атомарные металлы. Здесь такого нет, и в России такого нет, кроме как у концепции здоровья. Представляете, если взять... Это, кстати, разработка университета московского. Если взять в воде с фуллеренами, вот откуда, да, казалось бы, знали они, в воде с фуллеренами поместить, ну, скажем, кремнезиум, да, пропустить, значит, захватить его и пропустить через него большой заряд, ну, там, скажем, 20 тысяч вольт, да, удар молнии так. И это дает возможность, ну, как бы отцепить, да, отдельные атомы. Ну, то есть это получить атомарную форму. Несколько таких ударов. Ядерный синтез тебе. Да. Потом помещается вот эта вся эта конструкция, помещается в поле определенной частоты, которая стабилизирует, по сути, этот раствор. И тогда ты начинаешь пить такой металл и минерал. Во-первых, ты лишен побочек. Да? Там, потому что, в основном кремний, например, там биосил, да, орто-кремниевая кислота. Ну, ты попробуй еще ее как-то, она там стремится совсем соединиться, да, образовать какие-то соли. А здесь атомарная форма сразу идет в клетку. То есть технологии-то интересные. Я хочу. Я ваш кремний, я люблю кремний жидкий. Да. Он по такому же принципу сделан? Да. Вообще, на самом деле, с кремнием, правда, проблема же. Сейчас у всех. И здесь не только даже идет дефицит как щелочного микроэлемента, который помогает бороться с ацидозом. Это-то понятно, куда он расходуется. Но мне такое ощущение, что после вот известной пандемии у нас ухудшились когнитивные способности в целом, да, плохо стали, да, всасывать, что называется. Хуже обучаемся, хуже фокусируемся. Да, какое-то вот все время какое-то такое сознание, что, ну, может быть, это как бы такой эволюционный виток. Мы как-то начали меньше работать, да, умственно. Может, это думать, лучшему, да? мы перестали думать. У нас какое-то вот это клипированное мышление нам все время насаждается. Да? То есть мы как-то охотнее стали деградировать. Вот я бы так сказала. И кремний, он дает вот такую вот нужную концентрацию. То есть, за счет чего? Ну, мы же биокомпьютер.
За счет кремния мы, в общем-то, этот двоичный код осуществляем. Да? Кремний же помогает передаче нервного импульса от клетки к клетке, в частности нервной. Укрепляет, кстати, миелиновую оболочку, то есть там у него много функций. То есть оплетку, да, электрического провода. И вот я смотрю, кремний начинает пить, начинает как-то более здраво соображать. Думаю, ну все, пошел процесс. Потому что кремниевые компьютеры, да, мы же кремниевый компьютер, по сути. Кремниевая долина, да, потому что кремний было очень... он же первый вообще элемент, который жизнь дающий. Мы тоже компьютер. Да. Поэтому кремний, конечно, нужен. И, безусловно, также встраивается в протокол восстановления микробиома и кремний тоже, потому что нужна связь между клетками, нужно как бы определять вообще жизнедеятельность, да, четко, чтобы мозг понимал, что происходит, потому что у нас все время связь должна быть между клетками, передача информации. И вот тот продукт, про который мы говорили, напиток долголетия, да, который, где энергию взять, да? Вот чистая энергия. Есть разработка, опять же, российские ученые, не хочу хвастаться, но прям реально здорово. Берут меланин, знаете, меланин – это пигмент, он бывает животный, растительный, там, синтетический. Вот если его взять, с ним, оказывается, можно производить различные опыты. Ну, военные с ним уже поупражнялись, поэтому теперь нам можно. И вот, соответственно, туда можно как в карман, да, напихать там чего-то, там аминокислот, там витаминов каких-то форм, там микроэлементов, пожалуйста. А можно, в принципе, закачать в эту молекулу, обогатить ее свободными электронами, то есть квантами энергии. Ну это как водород, да, то есть как донор электронов, да? Да, только немножко другой подход, но в целом именно так. И тогда человек так все это выпивает, у него идет мощный приток энергии, митохондрии говорят, ну слава богу, то есть я могу хотя бы не упираться, да, мне можно хотя бы выдохнуть. Вот говорили о том, что мы не отдыхаем. Ну все то же самое, внутри нас происходит все то же самое, что и снаружи. Микрокосм, да, мы конечно. же говорим, да. И вот мальчик не отдыхает, да, он говорит, я не отдыхаю, я не выдыхаю. Потому что он все время на симпатико-тонусе, да, он все время готов к обороне. Если уж он на пляже, то он будет нырять, там, на акулу нападать, там что-нибудь такое. Это понятно. Они лежат трусами кверху. Да. А нужно, извините, вдох-выдох, симпатика-тоника переходит в парасимпатику-тоник. То есть у вас, извините, сначала мышцы напряжены, там о размножении мы не думаем, кишечник не работает, слух обостряется, зрение обостряется, зрачки расширяются, дыхание учащается, сердце колотится. То есть нельзя в этом жизни все время жить. Да? Значит, мы должны в какой-то момент, зрачки сузятся, да, дыхание такое. Ну вот давайте. Да вот из этого состояния, в принципе, надо все делать. Ну и сейчас современному человеку вот этого надо в 2 раза больше делать. Конечно. А мы все время все напряженные. Значит, нам нужно дальше, соответственно, человечка немножечко так расслабить, мягкими лапками, да, его там на массаж отправить, включить какие-то, да, парасимпатико-тоники, да, пусть это будет медитация даже если. Почему нет? Вот, я использую информационную медицину, такие всякие есть штучки. Вот, кстати, давайте сделаем какую-нибудь действительно тусовку. Конечно, семинар по информационной медицине. Вот меня врачи просят, ваши врачи. Все, давайте. Тоже, они на низком старте. Поэтому... А мы хотим не для врачей, а вообще для масс. Ведь вот то, что говорят, вот информационная медицина для врачей. Да нет, ребята. Научпоп. Это, да, это просто подсветить эту реальность вот с другой стороны. Да? Вот так мы на нее смотрим, вот так, да. А так, какая интересная форма. То есть здесь мы просто меняем немножечко взгляд на нашу реальность. И на здоровье в том числе. На наше устройство в том числе. Марина Николаевна, мои дети притащили воду и поливали одно. У них в школе задание дают. Один цветочек поливают хейт водой, они так и называют, где они матерятся. А второй цветочек поливают любовь, благодарность и так далее. И говорят, вот так. Вот. Мам, почему этот умер? Потому что я на него матерился, я его хейтила. Они вот прикалываются. Я говорю, да, дочь, а так и работает. Но она мне говорит, а в чем принцип? А я не могу ответить ребенку. Какой технологии. Вот мы ему расскажем. Ведь наша ДНК построена по принципам математической науки, да, лингвистики. То есть у нас ДНК слышит и понимает. Симбионты слышат и понимают. Митохондрии слышат и понимают. Я думаю, что дрожжи тоже, конечно, слышат и понимают. Они понимают частоты? Мы ничего не скажем. Слова. Каждый звук – это вибрация определенной частоты, определенной волны. А как же? Конечно. Вот когда человек говорит «бля»,
Это что? Что слышит его Ну, слушайте, грибы? иногда грибы говорят, ну, наш человек. Но на самом деле, конечно, гены слышат, что что-то происходит, это стресс. На самом деле это действительно стрессогенный фактор. Почему вот в русской традиции говорят, что чёрта можно отогнать матом? Потому что ты себя включаешь в режим стресса. Опять же, бей, беги, понимаете? То есть, если мы все время, у нас не закрывается рот, то есть для организма это еще один повод ввести нас в стресс. Потому что мы уже в стрессе, раз мы ругаемся, все, значит, у нас все плохо. Потому что, когда мы не ругаемся, мы медитируем, мы говорим другие звуки, мы, естественно, по-другому мыслим, мы излучаем по-другому. Да, тогда могут все выдохнуть, все наши клетки сказать, ну, слава богу, Господи, за ум взялся. Ну, вот потом опять вышли, опять. Да? Ну, то есть у слов есть энергетический заряд, и мы, используя определенные слова, и подключаемся к этой частоте. Конечно. А если мы новые слова будем изобретать? Ну, казахи это и делают, насколько я знаю. Вот мой муж, он из Казахстана, и он работал в таможне. И он говорит, что казахский язык, он как раз самый сейчас такой словообразующий, потому что это интересная игра. И он говорит, вот не было слова «кокык». По-моему, правильно, закон или что-то такое. Хохок, да. Да. Вот. И он говорит, как будто что-то засек. Да. Вот так. Ну вот, буду учить. Вот. Он говорит, не было этого слова, а потом оно вдруг появилось. Говорит, и сейчас вот новые слова. Вот он мне много рассказывает про Казахстан, и как бы я еще до того, это прям как эгрегориальная система. Мне тоже... Я стала замечать, что у меня на некоторые события и на некоторые явления нет слов, и ты должен вернуться тогда вот к Платону, Сократу, не знаю. Они же другие совершенно смыслы закладывали. В какой-то ветке реальности мы подменили и начали закачивать другие энергии в слова. Например, я не знала, что достоинство — это до 100 доводить. Я тоже не знала. Или достаточно. До 100 точно доведем. Слушайте, да. Круто, да? Да. Я сейчас тоже увлекаюсь, Марина Николаевна, мы прям на одной волне вибрируем. Я сейчас распаковываю слова, и мне интересно, как они, например, в русском языке проявляются, в казахском, и, например, в английском. Там совершенно другие значения. Слушайте, я буквально вчера какой-то мне попался, я тоже редко сижу там в каких-то инстаграмах, мне просто некогда. Но тут есть время, да, никто ж мне не стучит в голову. Я что-то открыла Инстаграм, тем более здесь он открывается. Вот. И, значит, соответственно, вижу там какой-то тикток, армянские древние слова, им там 1000 лет, как, например, называли там золото, серебро, свинец. Оказывается, ведь у каждой буквы есть код, да? В том числе нумерологический, цифры соответствуют каждой букве. И если посчитать вот в древнем армянском языке, значит, если, например, посчитать там сколько слов, да, и сколько букв в слове, например, золото, и сложить эти цифры, то получается атомарный вес золота. То же самое со свинцом, то же самое с серебром. И я так сижу, думаю, вот откуда они-то это знали? Ну хорошо, мы сейчас можем посчитать, мы можем хоть проверить, но откуда это знали наши предки? Это вот еще один вопрос, да, мы все-таки эволюционируем или наоборот? Все открыто. Мы подсоединяемся к порталу знаний, мне кажется, мы ничего не создаем, мы просто можем. Да, в нас уже все знание есть. Просто вот как раз сцепка между физиологией и, скажем так, духовностью, да, потому что это энергетическая уже составляющая, как раз и должна быть в сознании современного врача, потому что если мы лечим только тело, если мы занимаемся только биохимией, все время прописываем лекарства, а где биофизика? Где его сознание, где его выбор, где его энергетика, в конце концов? Потому что вот я с врачами тоже говорим, я говорю, вот вы все время мы учим один и тот же цикл Крепса, вот мы его учим, уже забыли, потом снова учим. Ради чего мы его учим? Чтобы понять, что клетке нужна энергия? Так мы это знаем. Просто мы все время должны себе доказывать, что нам нужна энергия, что мы энергия прежде, а материя потом. Зачем это нужно доказывать, когда это так было понятно нашим предкам? Вот это кому-то до сих пор непонятно, Марина Николаевна. Если у вас уже дети начинают больше понимать, чем взрослые, цветы материть. Слушайте, да. Был же такой Лютер Бербанк. Он уникальный человек, он же пользовался, по сути, информационными технологиями. Ему нужно было вырастить, он задал себе целью, например, вырастить кактус без колючек. Он не Вавилов, он там не Норман Барлоу, который нам эту пшеничку вот с безумным количеством глютена подсунул.
Он добрый человек был, и он брал кактус, выращивал его, говорил: дорогой, ты защищаешься колючками там, от этой внешней среды. Я научу тебя не бояться, я тебя защищу, но ты, пожалуйста, вот эти колючки больше Какая не прелесть. надо. И он вывел эти сорта, эти до сих пор есть. Лысый кактус? Конечно. Также появились кошки-сфинксы. Ну, может быть, здесь не и стаканные медведи. Может быть, не Ну ты чё? Да. Вот. И Хорош это защищаться. известная, да, это известная такая вещь. Вот опять о силе слова, да. Вот. Но могу вам сказать только одно, возвращаясь к теме нашей беседы. Словом грибки не убрать, это я вам точно скажу. Но симбионтов подбодрить можно. Это точно, абсолютно. Нет, грибков можно тоже, мне кажется. Убрать матом, например. Нифига. Не получается. Ну, слушайте, Мне кажется, меня они недавно даже- парили в бане казачьей. И этот парень, он очень пармейстер был смешной. Вообще уникум. Привез с собой отвары, делал классный пар. И в один момент он говорит: сейчас я буду из вас изгонять духов плохих. Ну, говорит, это древняя казачья традиция. И он начинает матом: «Изыди, ёб твою мать!» Вот это вот все. Я лежу, я думаю, Сколько что ж за во мне духов? экзорцизм? Но я понимаю, что вот у меня любимая фраза — это глистный экзорцизм, которым занимается 99% мамочек. Но примерно, мне кажется, такой язык они понимают. Это тоже вибрации. Если мы говорили бы об этом. Это тоже вибрации. Действительно, это в народных, как бы сказать, в народных традициях это есть. Все, что мы думаем, все, что мы говорим, это же всегда некий выбор, да? Куда мы идем, в эту сторону или в ту? Да? Все, что мы съели, это тоже выбор, туда идем или туда. Это постоянная система, двоичный код. Да, нет, тьфу ням. Вот так и Вы идём. думаете, двоичный или там больше мульти? Ну, там, я думаю, что многомерный код, но мы же находимся не в многомерном мире, да? Мы упрощаем. Мы об этом не знаем, да. То есть мы находимся, но мы об этом не знаем. А здесь двоичный, здесь все так как просто. И, в принципе, может быть, до многомерного мы просто не доросли, да, потому что он, да, это реальность многомерна. Но у нас с вами пока листок бумаги, 2 класс, 3 четверть. Понимаете? Сделайте правильный выбор. Так, что выбираете? Это же всегда проблема выбора. Медицина же, это же тоже, по сути, ну, как бы сказать, ответ на проблему выбора. Человек ведет такой образ жизни, да, он делает то-то, то-то и то-то. Он выбирает, а мы с этим разбираемся. Он ли выбирает, Марина Николаевна? Ну, вот это уже второй вопрос, это как раз возвращаясь к тому же, кто в нас Мы выбирает. с чего начали, к тому и вернулись, ребята. Ну, Это значит, всё но мы обогатили при этом сознание слушателей, я надеюсь. Очень интересно. Надеюсь, что Господи, так. я хотела бы еще за камеру пообщаться, но человек улетает, едет в аэропорт. Я Я думаю, прилечу что мы... специально к Да, вам. спасибо. Мы с вами сделаем энергопрактику. Я вас приглашу. Сделаем науч-поп-лекцию вот Да. такую. Ну ничего, Колмановский ездит, показывает кока-колу с бургерами. Мы тоже что-нибудь покажем, как Ну, цветы я думаю, что нам материть есть что и грибов показать. экзорцировать. Я думаю, что у нас есть что показать. Хочу поговорить про вашу книгу. Вы передадите нам, чтобы мы поставили, выкупим, давайте, и попродаем у себя в Поставим у вас, клинике, конечно. подарим гостям. Да. У вас вышла книга. Ну, это такая, знаете, мне просто хотелось поделиться вот этим опытом избавления от сахарного диабета 2 типа. Я полностью, как бы, изменились сосуды, то есть у меня уже нет там диабетической ретинопатии, да, на глазном дне, нет каких-то там скачков там сахара, гликированный гемоглобин пришел в норму, там, соответственно, липидный профиль. Ну, и со 140 килограмм я все-таки как-то держусь, ну, более или менее. Сушить же тоже себя не будешь, понимаете? Вот, поэтому я иногда радуюсь своих дрожжей. Но это такой, знаете, я хотела написать книгу в таком немножечко не ёрническом стиле, но все-таки немножко смешливым, потому что люди относятся к своим болезням с такой серьезностью. Они вообще ко всему так относятся Да, серьезно. надо полегче. Надо легче. Вот правильно сказала ваша доктор, что вы по жизни стендапер, да, предприниматель, Адиль, да? Он Адиль? Адиль. О, прекрасный мальчик. И она говорит, вы по жизни стендапер, и вы смехом вылечиваете часть проблем, и у вас все хорошо с щитовидной железой. Вот я тоже считаю, что смехом, кстати, о вибрационной медицине, можно много что вылечить. Вот, вы знаете, Кандида не любит смех. Она не любит вот эти вибрации. И когда человек вот легко относится к жизни, он прощает, он доверчив, он открыт, он помогает, он смешит, он вдохновляет, он делится энергией. Кандида это очень не любит. Очень не любит.
Поэтому, когда ко мне приходят пациенты, да, я смотрю их энергетический статус, думаю, кандидозницы. Пришли ко мне, и сразу понимаю, что все на энергии завязано. И сразу можно понять, мне же не надо рассказывать, там, что у тебя болит. Я уже вижу, что с тобой так. А вы знаете Леонида Тальписа? Я слышала фамилию, но я его не знаю. Нет. Я вот очень его люблю. Он тоже говорит, вы слишком серьезно относитесь к жизни. Да, надо все с юмором. И у него есть система такая, что у нас левая и правополушарные системы, но мы это знаем, там, я читаю параллельно нескольких людей, мы в последние 100 лет из-за индустриализации и компьютеризации мы все время левым полушарием привыкли анализировать, действовать, контролировать, планировать. Нас к этому настойчиво склоняют, потому что переучивают писать правой рукой. Да, и у нас, оказывается, левополушарных инсультов, соответственно, больше. Ну, понятно, нет оксигенации, нет кровоснабжения, и правое полушарие у нас все время спит. Так вот, у Тальписа прям есть техника, когда он через юмор выключает левополушарные процессы, представляете? Потому что левое полушарие, оно же за логику, ну, то есть отвечает за логику и говорит, Марина Николаевна, сегодня будем говорить про кандиду альбиканс. Все, ваше левое полушарие говорит, спасибо, Асель, все, я для этого. И потом я говорю, описайся. И ваш правополушарие, там контролер сидит, полковник, он говорит, чё, блин, она говорит. И он начинает чуть плыть. А если я сейчас еще пошучу, он говорит, ой, нафиг, я не хочу. Все, выключится левое полушарие, включатся правополушарные процессы, и мы хоть что-нибудь сможем тогда повибрировать. А то пока я все время контролирую вас, сижу. На самом деле я стараюсь даже с пациентами, ну, полегче, изи, да. Вот, да, ничего страшного, умрете вы, что? Не, ну так тоже можно, да, но сейчас так не делаю, но вообще хорошая тема. На самом деле, если мы сейчас не перейдем вот в эту сферу, вот с первой вибрационной медицины. Если мы сейчас не будем об этом думать, если мы не будем об этом говорить, мы же куда скатываемся? Мы скатываемся уже к господству искусственного интеллекта, мы скатываемся в какое-то потребление каких-то насекомых, какая-то гадость вот происходит, понимаете? Вот эту гадость... Искусственному мясу. Да, мясу там, ладно. Да. Это вообще прям... Да. Вот. И если мы вот в какой-то момент не оттолкнемся от дна и не вынырнем, ну, я не знаю, что человечество дальше будет делать, да, если так будет развиваться. А спасти может именно юмор, то есть включение того полушария, которое очень долго у нас спит. Это правда. Кстати, есть. И ваша книга, давайте под занавес я вам почитаю. Марина Внукова пишет: самое высшее наслаждение – сделать то, что, по мнению других, вы не можете сделать. Это что? Что вы можете сделать такого, что другие от вас не ждут? Я лично на этом. Я могу сделать все, что угодно. Знаете, у меня нет никаких... Вы материть свою кандиду можете? Вот этим и займемся. Принципе, спасибо большое, спасибо Марина вам, Николаевна, я кайфанула. Да, как говорил Брежнев, ладно уж в этом ключе тогда закончу. Брежнева однажды пригласили на выставку, и он смотрел картины, а там какие-то художники такие нового толка. И он все время говорил пердуха. И все так, господи, что он говорит, да? Ценители там уже все, там уже это все. Оказалось, пир духа. Для меня встреча... Пир духа. Пир духа. У нас был тут, если что, пир духа. Понятно? Спасибо, дорогие. Спасибо вам. Спасибо вам большое.